Шалом, друзья! Мы заканчиваем цикл «10 секретов мудрости царя Соломона», и сегодня последняя серия из нашей программы. Сегодня мы будем с вами погружаться в одно из самых, наверное, красивых, самых глубоких и многогранных слов Библии. Это слово «шалом». На первый взгляд, кажется, оно понятно всем и переводится как «мир», но это лишь поверхность. Мир – это не просто отсутствие войны, это присутствие чего-то большего. В действительности шалом – это целый мир. Это слово можно перевести как целостность, завершенность, внутреннее состояние, покой, гармония, полнота. Мне лично нравится слово «благополучие». Слово «шалом» в оригинале происходит от древнееврейского корня «шин ламед мем» – 3 еврейские буквы, которые обозначают быть целым, завершенным, восстановленным, без изъяна. Из этого же корня происходит слово «шлемут» – целостность, полнота, а также имя жертвы, о которой мы сегодня с вами поговорим – зевах шлемим – мирная жертва в русском языке. Книга Левит подробно описывает эту жертву и ситуацию, когда ее приносили. Итак, шалом, как мы с вами увидели, это не просто мир, в смысле отсутствия войны. Мы привыкли думать, что шалом – это просто мир, как антоним конфликта. Но в библейском смысле шалом – это гораздо больше, чем восстановление порядка. Это гармония между человеком и человеком, человеком и Богом, человеком и человеком самим собой, между всем тем, что окружает нас. Шалом – это когда ты на своем месте, когда ты во времени, среди своих людей, в границах, которые ты построил, и тебе от этого хорошо. В тебе тишина, покой и радость. Это состояние, когда ты ощущаешь, вот как сегодня любят говорить, момент. Это присутствие здесь и сейчас. В современном языке шалом может быть и приветствием, и прощанием. Мы говорим шалом, когда желаем человеку не просто спокойствия, а благополучия, уравновешенности, полноты. В каком-то смысле возвращения в Эдем, туда, откуда мы все родом. Шалом я бы назвал как навык. Навык решать вопросы миром. Шалом – это не только состояние души, но и навык, умение не входить в конфликт, а выходить из него, входить в контакт. Умение искать не победу, а решение. Шалом – это когда ты способен примирить интересы, настроения, взгляды. Это зрелость и духовная мудрость. Именно об этом говорит Иисус в Нагорной проповеди. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Миротворцы. Не те, кто избегают конфликта, а те, кто вносят шалом, несут полноту и восстановление там, где есть конфликт. Так вот, давайте поговорим о мирной жертве – зевах шламим. Давайте вернемся к этому древнему еврейскому понятию, которое переводится как жертва мира или жертва полноты. В книге Левит 3 и 7 главах описывается эта особая форма жертвы. Одна из самых радостных, наверное, и очень личных, персональных жертв. Это добровольная жертва. Она не связанная с грехом, виной, войной. Человек приносил зевах шламим, когда хотел выразить благодарность. Благодарность Богу за избавление, исцеление, помощь, исполнение обета или просто от полноты сердца. Мирную жертву можно было приносить в знак благодарности, когда человек пережил что-то великое и хотел поблагодарить Бога. Или по обету, если человек обещал что-то Богу и получил просимое. Или добровольно, из желания быть ближе к Всевышнему, без какого-то внешнего дополнительного повода. Это была жертва радости, а не страха. Уникально то, что эта жертва разделялась за столом с другими. Конечно же, часть сжигалась на жертвеннике, часть отдавалась священнику, но остальное человек должен был съесть сам и разделить со своей семьей, со своими друзьями. Как написано в Священном Писании, радоваться в присутствии людей и Господа. Таким образом, зевах шламим – это не просто ритуал, это пир благодарности.
Это образ совместной трапезы с Богом. Это духовное единение и праздник. Как можно применить это сегодня? Очень просто. Мирная жертва может звучать как для кого-то древний обряд, но по сути это образ нашей духовной жизни. Мы можем приносить Богу свою мирную жертву практически каждый день в форме благодарственной молитвы, щедрого пожертвования, праздничной трапезы в честь Его милости, прощения, примирения. Мы можем говорить это словами благодарности и ободрения, направленные к другим людям. Каждый раз, когда ты решаешь жить, потому что в тебе есть состояние полноты, целостности, у тебя все есть, то тогда в твоей жизни начинает работать эта мирная жертва. И ты приносишь ее не из недостатка, ты приносишь из того, что у тебя есть достаточно. Помните, как я перевел это слово? Когда у тебя достаточно. Каждый раз, когда ты делишься радостью с другими, ты строишь свой шатер шалом. Свой шатер, в котором все есть. А шалом – это радость в том моменте, который ты переживаешь сейчас. И не нужно ждать какого-то дополнительного случая, завтрашнего дня. Нужно сегодня оглянуться вокруг себя и увидеть, что тебе на самом деле достаточно того, что тебе Всевышний дает. Шалом – это благополучие, то, которое начинается внутри тебя. Это состояние, когда твоя душа целостна. Ты собран, ты знаешь, что ты любим, принят, ты благодарен, и ты несешь подобные эмоции и действия в окружающий мир. Спроси себя сегодня, есть ли в моей жизни шалом? Не как эмоция, а как состояние. Спроси себя сегодня, а принес ли я Богу свою мирную жертву? Жертву благодарности и радости, потому что у меня все для жизни есть. Умею ли я решать конфликты миром, а не властью, страхом или манипуляцией? И у нас с вами есть достаточно поводов, чтобы сказать, что я могу принести эту жертву. Ведь многие люди не осознают очень простых, практичных вещей, которые происходят с нами каждый день. Утром, когда мы просыпаемся, открываем глаза и видим свет, мы воспринимаем это как должное, что это должно было случиться. А подумайте, что сегодня кто-то проснулся утром, открыл глаза и не увидел белый свет. Подумайте, что сегодня кто-то проснулся и оглох или лишился дара говорить. А вы эти базисные вещи делаете, воспринимаете их как должное свыше и не обращайте на них внимания. Шалом – это не просто отсутствие войны. Это приглашение в полноту, в целостность. Это примирение с Богом, с собой и с людьми. Это жизнь благодарности. Это радость быть в присутствии Божьем и понимать, что ничего в нашей жизни не происходит само собой. Я хочу пожелать, чтобы каждый из нас сегодня принес Господу свою мирную жертву из любви, из благодарности. И тогда каждый из нас поймет, что он благополучен, у него всего достаточно. Я благодарен, что вы были со мной и проделали это путешествие по 10 ключам, секретам царя Соломона счастливой жизни. И я верю, что эта программа была полезна для вас.